Италии стартовали зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина-2026». Под огнями грандиозного шоу на Сан-Сиро сошлись не только спорт и искусство, но и большая политика. С олимпийской дипломатией, громкими скандалами и первыми интригами. Впереди 2 недели борьбы за медали, где на льду и снегу решается не только судьба рекордов, но и репутаций. Франция и Канада открыли консульство в Гренландии. Послы уверяют, это не сигнал Трампу, а укрепление отношений и сотрудничества с Данией и Гренландией. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани подписал указ, ограничивающий действия федеральных агентов. Трамп в отместку заблокировал федеральные деньги на строительство тоннеля. Недовольство миграционной политикой выражают американцы снова на улицах Миннеаполиса. Об этом говорят даже в Милане. Лувр показал изувеченную корону, которую так и не смогли унести грабители. А на аукционе Кристис установили рекорд. Рисунок ноги ушел с молотка более чем за $27 миллионов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Италии официально открылись 25-е зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина 2026», которые продлятся до 22 февраля и собрали около 2900 спортсменов из 92 стран для борьбы за 116 комплектов медалей. Главная церемония прошла вечером 6 февраля на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане. А парады спортсменов одновременно прошли также в Кортине д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Так, впервые в истории зимних игр церемония открытия охватила сразу несколько мест проведения соревнований. Торжество под названием «Армония», «Гармония» подчеркнуло богатство итальянской культуры, сочетая городскую элегантность Милана с красотой и мощью альпийской природы. Программа открытия стала настоящим зрелищем. На сцене выступили мировые звезды. Американская певица Мэрайя Кэрри очаровала публику, исполнив классическую итальянскую песню «Nel blu dipinto di blu, volare». Итальянский тенор Андреа Бочелли подарил трогательное исполнение знаменитой арии «Nessun dorma». В программе также приняли участие итальянские артисты и актриса Сабрина Импачатре. А еще прозвучали призывы к миру и взаимному уважению от посла доброй воли Шарлиз Терон. По словам организаторов, эти слова стали важным посылом вечера. Значимым символическим моментом стало одновременное зажжение 2 олимпийских чаш с огнем. Одной в центре Милана у Арко де ла Паче и другой на площади Пиацци ди Бона в Кортино д'Ампеццо, что подчеркивает дух сотрудничества между городом и горами. Во время парада команд тысячи атлетов прошли под знаменами своих стран. Традиционно Греция открыла шествие, а потом следовали делегации из всех уголков мира, каждый в специально разработанных формулах и с национальными флагами. Официально игры объявил открытыми президент Италии Серджио Маттарелла. И теперь внимание всего мира переключается к соревновательной части. Первые соревнования по хоккею, керлингу и фигурному катанию уже идут, а впереди лыжные гонки, бобслей, сноуборд и многие другие дисциплины. Зимние Олимпийские игры 2026 стали одним из самых масштабных спортивных событий года, где спорт, искусство и международное единение встретились на одной сцене. На фоне торжественного старта игр в Милане прошли и важные дипломатические встречи. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу провела переговоры с президентом Польши Карлем Навроцким всего за несколько часов до церемонии открытия. Позже в Королевском дворце Милана президент Италии Серджио Маттарелла дал официальный прием в честь лидеров стран, участниц Олимпиады 2026 года. Вместе с дочерью Лаурой и главой правительства он приветствовал представителей королевских домов, глав государств и правительств, включая принцессу Анну и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Американскую делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в сопровождении супруг встретили с почетным караулом. После приема гости направились на стадион Сан-Сиро, где стартовали игры. В Милане в день открытия игр нашлись и те, кто против. Несколько сотен человек вышли на улицы с плакатами и фаерами. Под присмотром полиции колонна прошла по центру города. Протестующие говорят: «Олимпиада красивая, но сделана не так. Их волнует экология и жилье, в городе его не хватает». Звучала и тема денег. Вспоминали Турин 2006 и долги, а нынешние расходы уже около 6 миллиардов евро. Марш прошел без серьезных инцидентов. Скандал на Олимпийских играх. Прыгунов с трамплина подозревают в увеличении полового органа с помощью гиалуроновой кислоты. По данным СМИ, к таким методам спортсмены якобы могли прибегать, чтобы получить право выступать в более просторных костюмах. Считается, что свободный костюм дает аэродинамическое преимущество и позволяет лететь дальше. Журналисты ссылаются на исследования, согласно которым каждые 2 сантиметра в окружности костюма уменьшают сопротивление воздуха примерно на 4% и увеличивают подъемную силу на 5%. В пересчете на результат это может дать прибавку почти в 6 метров к длине прыжка. При этом официальных доказательств того, что спортсмены действительно использовали такие методы, пока нет. Ситуацию изучает Всемирное антидопинговое агентство.
Напомним, в 2025 году двое норвежских олимпийских медалистов, Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг, были дисквалифицированы на 3 месяца после того, как выяснилось, что их команда тайно подгоняла швы костюмов в области паха на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В столице Гренландии Нууке Франция открыла генеральное консульство. В город приехала официальная делегация. На здании подняли флаги. Посол Франции в Дании Кристоф Паризу заявил, что это шаг к более тесному сотрудничеству с Гренландией и Данией и знак поддержки партнеров. Новый консул Жан-Ноэль Пуарье будет заниматься развитием двусторонних связей. Добрый день. Для меня большая честь быть здесь, в Нууке, чтобы представить этот новый рубеж, новую границу французской дипломатии в великой стране, где великие люди живут уже веками и развивают эту землю. Я буду отвечать за развитие двусторонних отношений между Францией и Гренландией. Все начинается сегодня. Так что это большое удовольствие. Спасибо. Думаю, было бы неправильно с моей стороны говорить, что это сигнал, отправленный американской администрации. На самом деле это сигнал, прежде всего, адресованный нашим гренландским и датским друзьям. Я имею в виду, что это также вопрос солидарности. Так же, как когда вам нужны друзья, вы просто оглядываетесь и видите, кто рядом. И мы здесь, как французы. Так что да. Как я и сказал, это не против кого-то, это вместе с кем-то. В тот же день в Нууке открылось и канадское консульство. Насколько это открытие на самом деле является символическим жестом и посланием президенту США Дональду Трампу, а не чем-то иным? Это не символизм. Как я уже сказала, мы выстраиваем связи с Королевством Дания и Гренландии в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области обороны и безопасности, двусторонних экономических связей, общих ценностей, таких как экологическая устойчивость. Кроме того, мы вместе будем сотрудничать с другими арктическими странами, чтобы внести свой вклад в условиях постоянно меняющейся глобальной угрозы безопасности. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки по странам Персидского залива заявил, что его больше всего беспокоит риск новой эскалации вокруг Ирана. В Дохе он встретился с эмиром и премьер-министром Катара и сказал, что в регионе до сих пор помнят прошлогодние удары и боятся нового витка напряженности. Мерц призвал Тегеран вернуться к переговорам и прекратить, по его словам, агрессивные действия. В любом случае, я намерен сделать все, что в моих силах, чтобы способствовать деэскалации и вместе с этими странами и другими партнерами работать над стабилизацией региона. Эмир Катара, премьер-министр, и я согласились, что такие конфликты, как война в Украине и конфликты в регионе, затрагивают всех нас, включая Германию. И поэтому важно, чтобы наряду с хорошим экономическим сотрудничеством мы также добивались интенсивного политического сотрудничества, чтобы вместе сдерживать конфликты в этом мире и, по возможности, прекращать их. После Катара в Абу-Даби Фридрих Мерц встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бин Заидом и присутствовал при подписании соглашения о сотрудничестве. Также Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине, но без параллельных каналов. В Багдаде встретились министры иностранных дел Ирака и Франции. Главная тема – как снизить напряжение в регионе и не допустить новой эскалации. Я подчеркнул настоятельную необходимость для Ирана принять американское предложение о переговорах, пойти на значительные уступки по своей ядерной программе, арсеналу баллистических ракет и деятельности, дестабилизирующей регион, а также прекратить репрессии против собственного народа. Поэтому мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на поиск переговорного решения, которое учитывает наши интересы безопасности и самые фундаментальные права иранского народа. Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в ответ подчеркнул: Багдад делает ставку только на диалог и переговоры, а не на силу. Этот визит важен, потому что регион зажат между молотом войны и наковальней мира. Со своей стороны мы вновь подтвердили французской стороне твердую позицию правительства Ирака. Проблемы должны решаться путем диалога и переговоров и отказа от применения насилия. Мы также подтверждаем нашу поддержку переговорам, которые состоятся завтра между Соединенными Штатами или их представителями и представителями Исламской Республики Иран в султанате Оман. Индия объявила о планах диверсифицировать источники энергии, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Министр торговли Пиюш Гаял подчеркнул, что стратегия страны учитывает меняющиеся глобальные условия и необходимость стабильных поставок. Недавнее торговое соглашение с США снизило американские тарифы на индийские товары с 50% до 18%. В Вашингтоне связывали сделку с прекращением закупок российской нефти, но Нью-Дели официально этого не подтвердил. Индия оставила за собой право покупать энергоносители у разных партнеров, включая Россию. Также страна рассматривает возможности поставок из других государств, включая Венесуэлу,
если это будет выгодно и безопасно для экономики. Я хочу четко заявить, как правительство неоднократно публично подчеркивало, обеспечение энергетических потребностей 1 400 миллионов индийцев является главным приоритетом государства. Исходя из объективных рыночных условий, обстоятельств и меняющейся геополитической ситуации, диверсификация источников энергии лежит в основе нашей стратегии. Я хотел бы вновь заверить эту уважаемую палату, что в сфере удобрений и сельского хозяйства чувствительные для Индии вопросы были учтены. Это соглашение откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса, микро, малых и средних предприятий, промышленников, квалифицированных работников и отраслей экономики. Хочу подчеркнуть, что данный тариф ниже, чем тарифы США в отношении ряда стран-конкурентов, что принесет пользу индийскому экспорту на американском рынке и повысит его конкурентоспособность. Это соглашение обеспечит существенное сравнительное преимущество индийским экспортерам. По мере того, как Индия продвигается по пути Виксит Бхарат, развитая Индия, для нас будет важно наращивать потенциал в сфере энергетики, авиации, дата-центров, ядерной энергетики и ряде других направлений. Соединенные Штаты являются ведущей страной в этих секторах, поэтому для нас, естественно, сосредоточиться на торговых возможностях в этих областях, что позволит расширять не только импорт, но и наш экспорт. Тяжелая ситуация в Киеве. Дарницкая ТЭЦ, одна из столичных, получила серьезные повреждения после российских ударов по энергетике. В разгар сильных морозов часть города осталась без отопления. Мэр Виталий Кличко говорит, что специалисты еще считают ущерб, но ремонт может затянуться как минимум на пару месяцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, без тепла сейчас больше 1000 зданий. Власти открыли дополнительные пункты обогрева для жителей. Каждый день имеет значение. Все решения должны выполняться как можно быстрее. Такой же подход и в энергетике. Нет недель или месяцев на ремонты или поставку оборудования. Очень многое сейчас активно ускоряется. Хочу поблагодарить все ремонтные бригады и каждого работника коммунальных служб, которые действительно помогают. Вся Украина готова помогать и действительно помогает Киеву. Многие общины, очень многие, а также государственные компании сейчас направляют свои ресурсы. Ситуация в столице остается очень сложной. Более 1100 зданий все еще без отопления. Люди в таких домах должны получить больше помощи. В Нью-Йорке мэр Захран Мамдани объявил, город остается убежищем для иммигрантов. На межконфессиональном завтраке в мэрии он подписал указ, который усиливает защиту жителей от жестких действий иммиграционной службы. По словам мэра, федеральные агенты не смогут заходить в городские здания без судебного ордера, а личные данные нью-йоркцев должны оставаться под защитой. Власти также запускают кампанию с памятками о правах. Их переведут на 10 языков и передадут через религиозные общины. Мамдани призвал горожан не поддаваться страху и поддерживать друг друга. Этот указ — всеобъемлющее подтверждение нашей приверженности нашим соседям-иммигрантам и общественной безопасности в целом. Мы еще раз ясно дадим понять, что ICE не сможет входить на территорию города Нью-Йорка без судебного ордера. Мы будем защищать частные данные нью-йоркцев от незаконного доступа со стороны федерального правительства и твердо противостоять любым попыткам вторгнуться в нашу частную жизнь. Ни один житель Нью-Йорка не должен бояться обращаться за городскими услугами, такими как уход за детьми, из-за своего иммиграционного статуса. Этот указ требует, чтобы ключевые городские агентства соблюдали городские законы и поручает им провести тщательные проверки всех политик, регулирующих взаимодействие с иммиграционными органами. Работы по строительству Гудзонского тоннеля в Нью-Йорке стоимостью $16 миллиардов приостанавливаются. Проект, который должен обновить старый железнодорожный тоннель под рекой Гудзон и построить новый, оказался под угрозой из-за заморозки федерального финансирования. Администрация президента Дональда Трампа уже несколько месяцев не перечисляет средства, предусмотренные соглашениями. В Gateway Development Commission заявляют, что без этих денег работы продолжать невозможно, и около 1000 строителей будут отправлены в простой. Этот маршрут – ключевая железнодорожная артерия между Нью-Йорком и Нью-Джерси, которой ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров. Власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси обратились в суд, требуя восстановить финансирование и не допустить срыва проекта. В Миннеаполисе продолжаются протесты против присутствия службы иммиграционного и таможенного контроля США, ICE. В пятницу сотни людей прошли маршем по центру города с плакатами и скандировали «Иммигрантам здесь рады». Участники акции заявляют, что усиленные рейды пугают жителей и наносят удар по местным районам и бизнесу.
По их словам, люди боятся выходить из домов, а улицы в некоторых кварталах заметно опустели. Протестующие также критикуют действия федеральных властей, называя их вмешательством в дела штата. В Белом доме ранее сообщили о частичном выводе агентов из Миннесоты, однако значительная часть сил остается на месте. Власти штата считают это число по-прежнему слишком высоким. Акции протеста в городе продолжаются уже несколько недель и проходят на фоне острой дискуссии вокруг иммиграционной политики в США. С моим психическим здоровьем сейчас серьезные трудности. И, к сожалению, я привилегированная белая женщина, так что это не влияет на меня так, как на меньшинства в моих районах. Но я работаю в Миннеаполисе и вижу, как это отражается на наших местных бизнесах. Проезжаешь по улицам наших районов, и там тихо. Никого нет на улицах, и ты видишь, как их занимают агенты ICE, а люди в наших районах боятся даже выйти из домов. И мы не хотим, чтобы ICE и был здесь. Они должны уйти. Вмешательство федерального правительства в дела Миннеаполиса по этому вопросу непостижимо. Это непростительно. Здесь высокомерие этой администрации. Мы не собираемся сидеть сложа руки, как вы видите, потому что здесь происходит. Это важно, потому что то, что они делают, неправильно. В любом смысле, во всех смыслах это неправильно. Меня просто шокирует, что этому позволяют происходить. То, что люди говорят, то, что они делают, это не мы. Это действительно не мы. И у меня разрывается сердце. Об иммиграционной политике США сегодня говорят даже на олимпийских аренах. В Милане накануне открытия игр спортсмены сборной США по фристайлу признались, им не просто представлять страну на фоне политической напряженности дома. Поводом для обсуждений стали действия иммиграционной службы и протесты в Соединенных Штатах, которые вызвали широкий общественный резонанс. Атлеты подчеркивают, они любят свою страну, но не могут игнорировать происходящее. Я люблю США и никогда не хотел бы представлять другую страну на Олимпиаде, но при этом спортсмены часто неохотно говорят о политике и о том, что мы чувствуем. Мне больно от того, что происходит в Соединенных Штатах. Вы, думаю, имеете в виду ICE, протесты и все такое. Как страна, мы должны сосредоточиться на уважении прав каждого и на том, чтобы относиться ко всем с любовью и уважением. И я надеюсь, что когда люди смотрят на спортсменов на Олимпиаде, они понимают, именно такую Америку мы стараемся представлять. Политический раскол в Америке очень заметен. А соревнования и спорт — это всегда способ объединять людей. И мне кажется, Олимпиада — отличное место для этого. Она собирает вместе все страны, всех спортсменов и людей из самых разных слоев общества. Так что это хороший способ показать одну страну миру. Представлять США сейчас вызывает смешанные чувства. Это немного тяжело. Очевидно, происходит много такого, что мне не нравится, и, думаю, многим тоже. Для меня это скорее про то, что я представляю своих друзей и семью, людей, которые были до меня, и все то хорошее, во что я верю в отношении США. Если это совпадает с моими моральными ценностями, я чувствую, что именно это и представляю. То, что я ношу флаг, не значит, что я представляю все, что сейчас происходит в США. Я хочу делать это ради друзей, семьи и всех, кто поддерживал меня на этом пути. Марк Эпштейн, брат Джеффри Эпштейна, заявил, что еще в 2023 году подал жалобу в ФБР, обвинив Дональда Трампа в причастности к гибели своего брата. Он указывает на странности той ночи, неработающие камеры и нарушения в тюремных проверках. Официальная версия не изменилась, но эти вопросы до сих пор остаются без ясного ответа. Пока это лишь обвинения, не подтвержденные судом. Парижский Лувр впервые показал публике корону императора Евгения. Ту самую, что пострадала во время ограбления 19 октября 2025 года. По данным музея, убегая, грабители уронили венец на улице. И это не прошло бесследно. Корона заметно деформирована. Из 8 золотых орлов не хватает одного, а из 1354 бриллиантов исчезли 10. Зато все 56 изумрудов уцелели. Часть повреждений, как объясняют реставраторы, появилась из-за попытки протащить корону через узкое отверстие в защитной витрине галереи Аполлона. Теперь реликвии предстоит долгий путь восстановления, и музей обещает рассказать о каждом шаге этой работы. В Нью-Йорке на торгах Кристис установили рекорд. Рисунок Микеланджело ушел с молотка за $27,2 миллиона. Это эскиз под названием «Этюд ступни Ливийской Сивиллы». Подготовительная работа к росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Торги длились около 45 минут и превратились в настоящую битву ставок. При том, что оценка была всего от 1,5 до 2 миллионов, итоговая цена оказалась почти в 20 раз выше нижней планки. Небольшой рисунок, всего около 13 сантиметров в высоту,
Выполнен красным мелом и датируется примерно 1510 годом. Именно так Микеланджело прорабатывал деталь фигуры ливийской Сивиллы для знаменитого потолка Сикстинской капеллы. Специалисты говорят, работу узнали не сразу. Ее прислали на сайт аукционного дома для бесплатной оценки. И почти 9 месяцев ушло на проверки и консультации с экспертами. По их словам, рисунки той эпохи встречаются нечасто, а работы Микеланджело и вовсе огромная редкость. Сравнение с листами из музейных собраний, в том числе из Метрополитен-музея в Нью-Йорке, помогло окончательно подтвердить авторство. В итоге маленький лист бумаги оказался не просто этюдом, а настоящей сенсацией и самым дорогим рисунком Микеланджело, когда-либо проданным на аукционе.